Всем привет! И сегодня мы окунемся в мир прекрасного и лодового. Много ли из вас знает серию Need for Speed? Конечно же много, и конечно, вы ведь знаете, зачем вы смотрите это видео. Помните те бородатые времена, когда все рубились часами в самые горячие новинки тех времен, в том числе и во всеми любимую Need for Speed Most Wanted. И ведь на что жаловаться тогда было? Сюжет хороший, гонки интересные, погони захватывающие, а выходить из этого приятного уголка никак не хотелось. Квадратные мониторы, средние компы, мы выжимали максимум из того, что было. Но прогресс не стоит на месте, и всему рано или поздно надо уходить, давая место чему-то новому. Я не сказал бы, что то, что мы имеем сейчас, гораздо лучше того, что было тогда. Но если забыть про алтфажность и посмотреть на вещи трезво, везде есть свои плюсы. Но и минусов хватает. Идет время, широкоформатные мониторы становятся популярными, а сами компы и технологии только сложнее и круче, в положительном смысле. И давайте не будем друг другу врать. Всем нам нравится перепроходить классику, особенно тем, кто по техническим ограничениям не может окунуться в новые красоты гейминга. И казалось бы, устанавливаешь 20 тысяч репаков, находишь рабочий, чистый, но вот тена. Игра уже не выглядит на все 100. Можно было бы сказать, что прошло много времени, но в первую очередь это касается разрешения. Оно ужасно. Любой дурак заметит разницу между 1080p и 1024 на 768 точек. И что же делает рядовой пользователь? Правильно, бросается в интернет за решением. Как это было с Need for Speed, решение оказалось простым. Поставить простенькую программу, поставить разрешение и вот, так гораздо лучше. Так было. Минусами такого разрешения были все еще растянутый интерфейс и пропорции машин. Тут-то энтузиасты с различных форумов в 2014 и подтянулись. Началась полная анархия, в ходе которой были созданы пару простеньких вариантов. Самый первый вы можете видеть сейчас, и это был огромный скачок, ибо мы наконец получили нормальную поддержку широкоформатных мониторов. Конечно, не сразу, поначалу, как мы видим, были проблемы с фудом, но дальше все стало на свои места, в буквальном смысле. Но я слишком отошел от темы. Сейчас, на данный момент, большинство русских инфейсеров играют так. И, ребят, как вам сказать, это старый век. Почему? Потому что раньше у нас все было по-другому, и как бы странно это ни было, но все эти текстурные программы для изменения разрешений и так далее, было сделано не у нас. Оно пришло от западной аудитории. Вы можете ответить, до нас всегда долго доходит что-то новое, это норма, и вообще, иди гуляй, парень. Но у нас все эти программы появлялись так же быстро, как и у остальных, то есть мы отстали, и как вы понимаете, это не есть хорошо. Поэтому я и создал этот ролик, дабы хоть немного исправить ситуацию. Вот как в наше время игра должна выглядеть на самом деле. И именно сегодня этим мы и займемся, улучшением игры до максимума. Сразу предупрежу, в мой набор не входят всякие отсебятины, только чистое улучшение. Никаких текстурных модов с собственными текстурами, NB и так далее не будет. В этом ролике мы собираемся прокачать игру до ее HD качества. Об графене и другом поговорим как-нибудь в следующий раз. То есть по сути мы получим тот же старый Most Wanted, но только в высоком разрешении. Во всех смыслах. Ну и конечно же, я расскажу, как все это поставить. Не переживайте. Итак, начнем. Ну и первым в списке, как бы странно это ни было, игра. Сама игра. Рекомендую перед всеми операциями снести старую игру. Насовсем. Можно скопировать сохранения, если они вам нужны. Далее советую установить чистую игру. Так как лицензионные версии добыть труднее, чем яйцо мамонта, мы поставили репак. Лучше всего идет от механика. Скачать можно по ссылке в описании. Во время установки выбирайте любой раздел диска, но только не тот, на котором система, потому что с этим может возникнуть ряд проблем. Но если у вас только диск C, то создайте отдельную папку Games. Да, именно Games, на русском ни в коем случае не пишите, иначе это 100% вызовет проблемы в дальнейшем. Отлично, установили, идем дальше. После установки зайдите в папку игры. Если вы не в состоянии найти ее, что означает, что лучше вам вообще закрыть этот ролик, то кликните правой кнопкой мыши на ярлык на рабочем столе и далее расположение файлов. Как вы попали в папку, вы должны удалить весь лишний мусор. Как ни странно, но механики уже положили фикс широкоформатных разрешений, но мы его все равно удаляем, ибо он устарел уже на сотни лет. Если вы нашли какие-то программы по типу Unix.exe, то их тоже кидайте в мусор. Ради бога, только не трогайте все остальное. Вот так должна выглядеть чистая Most Wanted.
После того, как мы очистили игру от хлама, идем на этот сайт, ссылка в описании, заходим сюда, тыкаем сюда и попадаем на раздел Widescreen Fix для серии Need for Speed. Прокручиваем до Most Wanted и кликаем по кнопке Download. Нас перебрасывает сюда. Клацаем сюда, скачиваем архив, открываем его и кидаем содержимое в папку с игрой. После заходим в папку Scripts и открываем либо Notepad++, либо Equipad, как я. Разницы особо нет. Да, не рекомендую открывать блокнотом, ибо оно не у всех и не всегда отображает правильно. Но вы можете попробовать, авось повезет. Расскажу по порядку. Первые два нуля — это ваше разрешение. Можете его не менять, игра сама все найдет и адаптирует. Опции Fix HUD и HUD Widescreen Mode отвечают за исправление интерфейса. Не советую их отключать только в случае, если ваш монитор нестандартного аспекта по типу 16:10, ибо там интерфейс немного вылезает, и это не круто. Опция Fix FOV отвечает за исправление угла обзора. Именно это и было главной проблемой тех программ. Они не фиксили угол обзора. Скейлинг. Я не особо разобрался, но вроде как эта опция отвечает за некоторые функции эффектов и пропорции экрана. Что без него, что с ним, разница малозаметна. Дальше идет раздел дополнительных настроек, и тут уже кому как нравится. Разрешение теней, сами знаете за что отвечает. Его повышение малозаметно сказывается на картинке, но заметно съедает производительность. Рекомендую ставить 4К тени, этого достаточно. Shadow Fix, ну он вроде как фиксит тени. Но эта функция и сама имеет немало багов, так что ставить или нет, решение ваше. Rearview Mirror Fix. Ставить заднее стекло везде, даже при виде от бампера. Кому-то это будет очень полезная вещь. Custom User Files Discover in Game Dir. Создает папку сохранений прямо в папке с игрой. Смысла мало, но может кому-то это спасет сейвы в дальнейшем. Write Setting Tools. То же самое, но только имеется в виду настройки игры. Improve Gamepad Support. Хороший хак, добавляющий поддержку геймпадов от бокса и Sony. Проблема в том, что не у всех геймпады работают должным образом, как у меня, к примеру. У меня одни кнопки делают совершенно другие вещи, в отличие от того, что изображено на экране. Хотел бы я перейти дальше, но нужно кое-что добавить. Иконки бокса у скрипта свои. Подменяются они при помощи собственных файлов. Все бы хорошо, но кому-то может не понравиться их стиль и несоответствие с иконками Xbox 360 версии игры. И именно для таких случаев я сделал свой файл с похожими иконками. Установка та же. Скачиваем, распаковываем в папку с игрой, заменяем. Вуаля, мы получили стильные иконки. Продолжая тему визуальных изменений, мы также коснемся моей маленькой Cheat Engine таблицы, помогающей немного изменить игру. Скачиваем файл в описании видео и распаковываем его там, где вам нравится. Примечание: для запуска таблицы вам понадобится Cheat Engine. Скачать его можно также по ссылке в описании. Запускаем игру и запускаем скрипт, вместе с ним запустится и Cheat Engine. Открываем процесс игры и нажимаем «Да». Теперь осталось внести эти значения. После того, как вы их внесли, вводите в игру. И да, первое, что вы спросите, что с размером интерфейса? А отвечаю, два значения из таблицы изменяют масштаб интерфейса, делая его похожим на вариант Xbox 360. Как показала практика, многим такое нравится, поэтому и было решено это добавить. Хотите меньше или больше масштаб? Не беда. Снова зайдите в Cheat Engine и меняйте эти два значения. Имейте в виду, менять нужно 1/100 числа. Если сразу ставить большие целые числа, скорее всего, вы просто потеряете HUD. Экспериментируйте и ставьте то, что вам больше по душе. Третье значение скрипта отвечает за вырезанную анимацию смены типов деталей кастомизации. Теперь вместо обычных смен иконок будет воспроизводиться короткая анимация появления. Мелочь, а приятно. Ну а четвертое значение отвечает за некоторые эффекты игры. При включении этой функции в игре некоторые партиклы меняются на другие, в основном более яркие, а фары на синие. Но суть даже не в этом, а в том, что эта функция включает засвет выходов из тоннелей. Тоже мелочь, но некоторым людям любые новые эффекты игры добавляют удовольствие от геймплея. Но вот мы и подошли к самому вкусному. То, что прокачает вашу игру до небес и откроет такие просторы для веселья и изучения игры. Ладно, давайте без лишнего пафоса, просто перейдем к делу.
Скачивайте последнюю версию скрипта с GitHub. Вот этот файл. Открываем архив и копируем все из папки main files в папку с игрой. Теперь зайдите в папку архива readme и найдите файл прочитаемый, который я перевел совместно с OSDerm. И читайте, читайте и еще раз читайте, чтобы не наделать глупостей. Фич настолько много, что я могу целую вечность про них рассказывать. Назову, пожалуй, самые имбовые. Использование дебаг-камеры. Хотите сделать крутые скриншоты без использования богомерзкого камхака? Тогда это идеальный вариант. Нажмите клавишу Backspace, чтобы активировать дебаг-камеру. Управление происходит клавишами Numpad. Вот что я успел наделать. Правда классный результат? Добавьте больше экшена в ваши гонки, включите полицейские заграждения и вертолеты, гонки станут в разы интереснее. Включите автодрайв, пусть машина водит за вас сама. Правда, походу, прав у нее нет. Сыграйте в финальную погоню прямо из режима быстрой гонки, а еще лучше в гонке из начала, на BMW из начала. Хотите повеселиться? И тут как раз есть хак на размер машинки. Радиоуправляемые машины в Rockport? Теперь это возможно. Хотите как в Матрице на машине, словно Нео пролетать через джипы, словно он уворачивается от пуль? Не беда. Измените скорость игры и сделайте ее в слоумо. И так далее, и так далее. В общем, реально рекомендую этот скрипт. Он вас затянет на долгие часы, а в онлайне с друзьями так еще больше. Но лучше дождаться сентября, когда выйдет наш проект Most Wanted Online. Не слышали о таком? Тогда это время настало. Проект добавит свободную езду и погони в онлайн режим, плюс отличная синхронизация игроков. Ссылка на Discord сервер в описании ролика. Да, это сам реклама. Почему нет? Разве это плохой проект? Так еще и за бесплатно. Ну и заключительный пункт в нашем улучшении — это графический скрипт. Да, он уже есть в Extra Options, но у него нет главной функции — перезагрузка конфига прямо из игры. Скачиваем архив из описания к видео. Тоже распаковываем в папку с игрой и открываем .ini файл в папке Scripts. Нам нужен только раздел Visual Treatment. Не нравится желтизна игры, а дополнительные эффекты хочется поставить? Что же, скрипт по умолчанию настроен на это. Экспериментируйте и найдите свой подход. Настройки конфигурации можно обновить, не выходя из игры. Просто нажмите F1 и вы сразу увидите все изменения. Хотите моментально отключить визуальную обработку, и это тоже возможно. Нажмите букву M и узрите чистый мир. Ну что же, вы успешно прокачали свой Most Wanted до идеального HD качества. Поддержка высокоформатного широкоэкранного разрешения, высокое качество интерфейса, многочисленные хаки игры и приятная визуальная обработка. Все это теперь в ваших руках. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте о друзьям и нажимайте на пресловутый колокольчик. Это очень сильно помогает мне в развитии и качестве контента. Я серьезно. Подписывайтесь также на меня. Также не забывайте подписываться в группу ВКонтакте, там я пощу различные интересные посты и голосования по поводу новых роликов. В следующий раз мы с вами окунемся в мир ICE, редактор катсцен, с помощью которого разработчики создавали катсцены для своих игр. И еще раз спасибо за просмотр и увидимся.